Привет! Сегодня у нас на обзоре новинка от компании QCI T3. Наушники нестандартной формы, и на некоторых сайтах даже указано, что одна из версий с поддержкой кодека aptX. Так ли это? Сегодня проверим. В этом видео я опять спрятал пасхалку. Как и в тот раз, среди первых 5 самых внимательных подписчиков, кто ее найдет, мы разыгрываем 100 рублей на телефон. В тот раз победил Сергей Ткаченко, он уже получил свою законную сотку. Посмотрим, кто победит теперь. Каждый день я буду выкладывать по одной подсказке, таким образом сужать круг поиска до первого победителя. Ну все, а теперь присаживайся поудобнее. Мы начинаем. QCI T3 поставляется в коробке, до боли мне что-то напоминающее. Ну конечно, коробка такая же, как и у QCI QS2. Приятная, из плотного белого картона с прозрачной крышкой. Забегая вперед, скажу, что это не единственное, что здесь общее. Комплектация обычная. Кейс, наушники, еще одна коробочка, в которой лежит инструкция и провод для зарядки micro-USB. Да, Type-C здесь нет, как нет и сменных абишур, вообще ни одной. Но об этом чуть дальше. Кейс выполнен из матового пластика черного цвета, и он выглядит так же, как и у QCI QS2. Крышка полупрозрачная, в закрытом состоянии она не люфтит, а вот в открытом чуть-чуть есть. Крышка немного отличается креплением. Если у QS2 в открытом состоянии она фиксировалась на месте, здесь она болтается свободно, это немного неудобно. С обратной стороны разъем для зарядки, с лицевой части 2 индикатора. Они горят только во время зарядки кейса и просто остаток заряда не показывают. Кейс среднего размера, чуть больше, чем у AirDots и чуть меньше, чем у QS2. В кармашек на джинсах он вполне себе залезает. Ну и наушники. Выполнены они в форме AirPods, но в формате затычек. По фото, когда я заказывал, мне вообще непонятно было, что это. На наушниках надеты амбушюры своеобразной формы, сначала я думал, что это такие вкладыши. С внешней стороны наушника находится сенсорная панель и индикаторы работы, которые горят красным во время зарядки и мигают красно-белым во время сопряжения. Во время работы они не горят. Снизу микрофоны, с обратной стороны контакты для зарядки и обозначение левого и правого наушника. Наушники в кейсе удерживаются крепкими магнитами, случайно они не выпадут. Но если просто положить наушники в кейс, контакт может не произойти, наушники иногда нужно придавливать. В наушниках есть влагозащита IPX5, так что под дождем в них можно ходить без проблем. Автономность. В кейсе стоит аккумулятор на 600 мАч, в каждом наушнике аж по 60 мАч. На максимальной громкости у меня наушники проработали 4 часа и 3 минуты. Это реально хороший результат. Получается, что на нормальной громкости в 60% они проработают примерно 5-5,5 часов, и это круто. После того, как наушники сели, можно подключить отдельно только левый наушник. На нем останется еще в районе 30% заряда. На сайтах китайских площадок наушники представлены в двух разных версиях. Одни продавцы указывают, что у них кодек с поддержкой только AAC, другие указывают квалкомовский чип с поддержкой aptX. В народе такие окрестили версии Pro. И именно такие я и заказал. Когда они мне пришли, я их подключил, в настройках разработчика автоматически подключился кодек AAC. При смене его на кодек aptX звук не меняется и кодек слетает обратно. Тут два варианта. Или продавцы ошибаются с описанием, ну или присылают не то, что заказываете. Будьте внимательны при выборе. За счет того, что в наушниках своеобразная амбушюра-манжета, в левом ухе у меня они сидели удобно, а вот из правого постоянно наушник вылетал. Конечно, можно снять эту манжету и надеть обычную амбушюру, а тех же QS2 спокойно налезает. Но в таком состоянии крышка уже не закрывается. В общем, есть подозрение, что такая посадка подойдет далеко не всем. Ну и про звук. Я уже видел англоязычные отзывы, где говорили, что звук плоский, басов нет. Так вот, в моем экземпляре это не так. Звучание мне понравилось. Слушал на разных композициях, достаточно объемно, бас есть. На средних, правда, небольшая каша, но верха не завалены, в порядке. Запас по громкости также есть. Звучание примерно такое же, как на QCI QS2, но поприятнее, вот пообъемнее как. В общем, хорошо. Это с учетом, что здесь нет aptX. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов QCI T3 в тихом пространстве, незаведенная машина. В принципе, отрабатывает более-менее нормально, слышно речь отчетливо. Ну, на 4, я думаю, тянет. Проверяем, как в машине в пути работают микрофоны. Теперь мы в машине в пути, и здесь начинается самое интересное. Несмотря на то, что конструкция у наушников такая, что микрофон достаточно близко к рту, музыку, вот в данном случае музыка играет на 9, кондиционер на 3 деления 4, музыку слышно чуть ли не громче, чем меня. Этому я, конечно, был немного удивлен, мне казалось наоборот.
они должны отлично отрабатывать. Но нет, здесь, честно, мне не очень нравится. Я думаю, балла на 3, наверное. Ну и финальное испытание для наушников, микрофонов QCI T3. Мы идем по улице, ветра практически нет, едут машины. Так же, как и в едущей машине, мне не очень нравится звук. Очень слышно окружающее, меня слышно, средненько. Я думаю, тоже балла на 3. В целом, более-менее нормальные микрофоны, но мне показалось, что слишком сильно улавливают фоновые шумы на улице и в машине. Это мне не понравилось. За управление в наушниках отвечает вся лицевая часть каждого наушника. И здесь QCI отлично проработали защиту от случайных нажатий. Наушники не реагируют на одиночные нажатия. Play-пауза – это двойное касание наушника. Долгое удержание на кнопке правого наушника – следующий трек, на кнопке левого – предыдущий. Тройное касание – голосовой помощник. Ну и на десерт. Наконец-то появилось управление громкостью. Достаточно провести по панели вверх или вниз, и громкость уменьшится или увеличится на одно деление. Это ли не чудо? За это прям респект. Случайных нажатий у меня не было, но зато наушники иногда могут неверно распознать команду и вместо следующего трека увеличить или уменьшить громкость. А еще, когда я наушники только распаковал, работало только правое ухо, левый наушник никак не хотел сопрягаться с правым, и тут мне помог полный сброс. Инструкцию я напишу в описании. По задержке звука. В YouTube задержки нет, все-таки 5-й Bluetooth стоит, хотя некоторым наушникам это не помогает. В играх задержка минимальная, тут мне понравилось. По стабильности соединения все отлично, дома прям спокойно пробивать через 2 стены, на улице в районе 10 метров. И что приятно, отвала связи у меня не было ни разу, связь держит крепко. QCI T3 обошлись с ней вместе с доставкой в 2200 рублей. Стоят ли они этих денег? В целом, думаю, да. У них крутая автономность, неплохое качество звучания, микрофоны более-менее. Жаль только, что с поддержкой кодека aptX ситуация пока не прояснилась. Ну что, нашли пасхалку? Как обычно, в описании я прикреплю форму, куда писать ваш ответ, и среди первых 5 самых внимательных подписчиков мы разыгрываем 100 рублей на телефон. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, как тебе QCI T3. На сегодня все, до встречи в следующих видео, пока!